курица с имбирем и лимоном. Хочу сказать, что это блюдо я люблю и готовлю его достаточно часто. Нам потребуется с вами куриное филе в объеме 300 грамм. Блюдо это за счет того, что готовится из куриного филе, оно достаточно легкое и не сильно обременяет желудок, то есть оно не тяжело ложится в желудок. Именно за это я его и люблю. Итак, прежде всего мы сначала нарезаем филе. Соответственно, чем меньшими кусками вы его нарежете, тем быстрее блюдо приготовится. Я нарезаю кусками средней величины. Вы можете попробовать приготовить с маринадом, который мы будем делать, и другие куриные части. Я думаю, что это вполне возможно, просто я пока что еще не пробовала, потому что филе меня вполне устраивает. Итак, после того, как мы нарезали филе, мы должны будем нарезать лук. Одну большую луковицу. Почему большую? Потому что лук это, можно сказать, вторая самая важная составляющая этого блюда. Нарезаем его тонкими полукольцами. Если вы не любите лук или же не так сильно, как я его любите, просто уменьшите его количество в данном блюде. Теперь готовим маринад. Нам потребуется 1 столовая ложка сахара. И мы добавляем сироп. Сироп, если у вас его нету, то можете заменить его на еще 1 столовую ложку сахара. Затем соевый соус в объеме 4 столовых ложек. Соответственно, соль нам уже добавлять не нужно. Молотый чеснок мы кладем в объеме 1,5 столовой ложки. Если вы не любите сильно такой острый пикантный, тогда уменьшите до 1 столовой ложки. И имбирный порошок 1 чайная ложка. Если нету имбирной пудры, можно заменить на свежий молотый имбирь. Черный молотый перец мы добавляем в объеме 1 чайной ложки. Далее. Лимонный сок 2 столовые ложки. Можно взять свежий лимон и отжать сок, или же воспользоваться лимонным соком, который продается в магазине. Далее. Мы все с вами хорошо перемешиваем и закладываем прежде нарезанный лук. Лимонный запах вы сразу почувствуете. Вот имбирно-лимонный запах это как раз и есть акцент вот этого мой вкус, по-моему, наивкуснейшего блюда. Затем мы закладываем в эту массу куриное филе и все точно так же хорошо перемешиваем. Перемешиваем где-то около 2 минут. Чем лучше перемешаем, можно даже массажировать, тем лучше. Затем ставим в холодильник пропитаться минимум на 30 минут, лучше где-то на час. За это время приготовим корейский салат, закуску из огурца, который называется ой-мучи. Нам потребуется 4 огурца среднего размера. Я беру гладкие огурцы, но в принципе это не важно. Можно взять с пупырышками и любые другие огурцы. Но лучше брать и такие, которые не слишком толстые. Мы нарезаем огурец круглыми кусочками средней толщины. Они не должны быть тонкие и не должны быть толстые. Дальше вы поймете, собственно говоря, почему. Закладываем нарезанные огурцы в какую-нибудь достаточно объемную форму. Добавляем 2 чайные ложки соли. Нам нужно будет выгнать из огурцов воду. Теперь мы перемешиваем огурцы с солью. Удобнее всего это делать вот таким вот образом, просто их напросто встряхивая. И после этого нам нужно будет взять какую-нибудь глубокую тарелку, форму, поставить сито и уложить огурцы на сито, чтобы вода, которая будет из них выходить, в то же самое время уже истекала. И оставляем и так на 20 минут. Через 20 минут вы увидите, что все огурцы покрылись влагой, и нам нужно будет теперь отжать из них лишнюю жидкость. Для этого мы берем в руку
по 3-4 кусочка огурца. Почему по 3-4? Ну так, чтобы они сами на себя давили. Вы можете попробовать взять в руку, например, 2 кусочка и увидите, что эффект не тот же самый. Они будут больше ломаться, а воды из них будет выходить меньше. А нам не нужно их раздавить, нам нужно просто убрать из них лишнюю жидкость. Поэтому мы не со всей силы на них давим, но сильно, но не так, чтобы их превратить в кашу. Вот, собственно, видите, что огурец уменьшился в размере, но он не расплющенный, не раздавленный. Вот такое количество воды мы наотжимали с наших 4 огурцов. Внушительно, правда? Теперь можно заправлять наш салатик. Мы начинаем с кунжутных семян в объеме 1 столовой ложки. Хочу сказать, что кунжутные семена обжаренные, не сырые. Далее сахар 1,5 столовой ложки. Кстати, советую попробовать огурец на вкус, прежде чем начать заправлять его сахаром, тогда поймете, сколько сахара именно нужно класть. Далее красный молотый перец 1 столовая ложка. Если для вас это много, положите половину столовой ложки. И молотый чеснок 1 столовая ложка. Хочу напомнить, что все специи лучше всегда, они добавляются по вкусу. Уксус 1,5 столовой ложки. Например, в этом салате я сейчас добавлю яблочный уксус, но вообще самый лучший вариант из тех, что я пробовала, был с бальзамическим уксусом. И далее 4 стручка зеленого лука, нарезанные мелкими кольцами. И прежде заготовленный нарезанный нами лук в объеме половины луковицы. И все это хорошо перемешиваем. Я вот начала мешать в маленьком контейнере, было неудобно. Лучше в какой-нибудь большой емкости перемешайте, а потом уже уложите в контейнер. И сейчас я сразу готовлю к подаче к столу часть этого салатика, посыпаю его кунжутными семенами. И другой салатик убираю в холодильник. Его можно хранить где-то от 5 до 7 дней. Срок хранения определяется кислостью самого продукта. И приступаем к приготовлению курицы. Мы нагреваем сковороду с растительным маслом или с некоторым небольшим количеством растительного масла. Если хотите, можете растительное масло и убрать. Можно готовить это и без него. Выкладываем уже замариновавшееся мясо, которое мы вынули из холодильника, и готовим на среднем огне. Как только вы увидите, что низ курицы прихватился, это произойдет достаточно быстро, поскольку это филе, то переверните курицу на другую сторону, накройте крышкой и готовьте до тех пор, пока курица не пропечется внутри. Это очень легко проверить. Вы можете проткнуть ее ножом и увидеть, пропеклась она или нет. Тогда мы снимаем крышку и готовим без крышки до тех пор, пока вся водянистая масса не превратится в массу соусную, не достигнет консистенции соуса. Тогда мы сервируем к столу. Мы кладем курицу на тарелку первой, затем сверху выкладываем лук и заливаем остатками соуса. Как я уже говорила, это блюдо, оно достаточно легкое, оно не тянет желудок, но оно очень вкусное, с изумительным ароматом и отлично сочетается, просто идеально с вот этим самым салатиком из огурцов, который мы приготовили. Кстати, этот салатик из огурцов, он вообще идеально сочетается с любым видом блюда из курицы и также отлично подходит к блюдам из картофеля. Вот завтра собираюсь есть этот салатик с жареной картошечкой, и вам тоже советую попробовать. Он такой тоже ароматный и навевает воспоминания о лете, такой запах лета у него. Так что приготовьте, попробуйте. И не забывайте подписываться на наш канал, оставлять лайки, комментарии. И еще раз, есть возможность сейчас ознакомиться с ингредиентами. Приятного вам аппетита!